Всем привет, с вами Ева, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать о своих книгах, которые я читала. Первая книга, с которой я начала чтение. И, собственно, книги, которые мне понравились, которые на меня очень серьезно повлияли. В общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной. И сначала я хочу рассказать о той книге, которая, в принципе, сподвигла меня на чтение остальных книг. Это вот такая вот книжка «Другая королева» от Филиппа Грегори. Мне ее подарила учительница после 7 класса, после экзаменов переходных. Ну, она такая, знаете, своеобразная. То есть многие наверняка начинают читать литературу с чего-то очень простого, а тут довольно сложный диалект о королевах, сплетнях, заговорах и так далее. В общем, мне очень понравилась главная героиня. Была максимально уверенной в себе женщиной, сильно превозносится как очень красивая женщина. В общем, читала я эту книжку, сидя на ступеньках возле входа в дом, светило красиво яркое солнышко, и мне очень нравился этот момент. Поэтому, собственно, я и начала читать книги, потому что мне очень нравились именно моменты, когда я их читаю, солнышко. Я очень люблю книжный запах. Остальные книги, которые вам буду показывать, они немножко распределены. Я начну с тех, которые влияли на меня в психологическом плане, то есть это больше психологические книжки. И хочу начать эту подборку вот с этой. Тони Роббинс «Разбуди в себе исполина». Благодаря ней я увеличила свое, так сказать, мировоззрение и в психологии, и себя лучше понимать стала, других людей, как действует мой мозг, почему я делаю те или иные вещи, да, почему я начала вообще видео на ютубе снимать. Вот эта вот книжка, она полностью, так сказать, перевернула весь мой мир. Так что если в жизни хотите быть более осознанными, то очень рекомендую вам прочитать эту книгу или хотя бы ознакомиться с ее содержанием. Также можно слушать эту книжку в аудиоверсии, потому что она очень полезна. Если вы, в принципе, читать не очень любите, то можно спокойно слушать в аудиоверсии книгу. Я так тоже раньше делала, и читаю я иногда. Иногда мне хочется читать, иногда я полгода не читаю книги, так что не волнуйтесь, этот блог не превратится полностью в какой-то книжный, но время от времени я люблю, у меня есть такая маленькая коллекция моих любимых книжек. Следующая книжка, которая на меня повлияла в хорошем ключе в мое состояние и пробудила любовь к себе, это вот эта вот книжка «Магия любви к себе». Это книжка от Марины Захаренко или Захаренко, поправьте в комментариях, если кто-то знает. Проявляет любовь к себе, к своему телу, к своим эмоциям. Ну, как бы, что эмоции, они у нас всегда будут, что они больше хотят нам помогать. Отношение к мыслям, креативности, отношения с людьми, духовность. Все описывается в этой книге. Я вам ее очень советую, правда, она очень классная и легко читается. Эту книжку мне было очень легко проходить вместе с заметками. Я завела отдельный блокнотик, писала заметки по этой книжке, так все сработает намного лучше. Следующая книжка — это Лили Коллинз «Без фильтра». Но на ней долго останавливаться не буду. Если что, на моем канале самое первое видео — это видеообзор данной книжки. Я в ней рассказываю, что и как она, в общем, на меня повлияла. Так что, если что, смотрите мое первое видео. Следующие книги будут уже больше про историю людей, про романтику, драму, детектив и тому подобное. Представляю вашему вниманию великую книгу, которая находилась во всех вообще книжных магазинах на первых местах. Это «Зулейха открывает глаза». Очень временами тяжелый роман, грустный, но мне правда очень понравилось, потому что пока я читала, я как будто реально смотрела фильм. Эту книжку мне очень нравилось читать именно вслух, потому что очень круто прорабатываются диалектические зоны. Что я сказала? В общем, очень хорошо прорабатывается артикуляция, речь. В общем, не знаю почему, но именно эту книжку в период жизни я очень любила читать именно вслух. К чтению я ее рекомендую. Она мне понравилась, оставила у меня положительные эмоции. Следующая интересная книженция. Это, конечно же, Стивен Кинг. Вообще, я не читала ни одну книгу Стивена Кинга, кроме вот этой вот. И она мне очень понравилась, реально. Вот тоже как будто фильм смотрю. Очень хочется, чтобы его экранизировали, кстати, эту книжку. Эта книга называется «Институт». Здесь детей похищают, ставят над ними опыты, потому что у детей есть сверхспособности. Короче, если мое короткое описание вас заинтересовало, то смело можете прочитать эту книжку. Конечно, тоже есть и грустные моменты, трэшовые моменты, но от них у меня только вот так вот глаза выпучивались. Я такая, фига, как, в смысле, почему?
следующей книжки. Это целая серия книг от Луизы Мэй Олкот. «Маленькие женщины, юные жены, маленькие мужчины». Красота. Здесь рассказывается про 4 сестер, тоже в такое довольно старое время, когда все еще в каретах там ездили. Очень интересный, поэтичный мир, который мне очень понравился. Так как мне понравилась эта книжка, я купила и эту книжку, но я посмотрела фильм, уже передумала читать ее, но я уже все знаю, когда я уже все знаю, мне так неинтересно читать. «Маленькие мужчины» я еще читаю, но начало мне определенно нравится, так что one love просто. Чарльз Мартин «Между нами горы». Эту книжку я еще очень давно хотела взять у учительницы почитать, но кто-то взял ее быстрее, так что мне пришлось купить ее самой. И я ничуть не пожалела, потому что это довольно романтическая и интересная история. Здесь люди было авиакрушение, они остались во льдах, выживали. В общем, если кто-то такое любит, выживание, я такое люблю, то рекомендую к просмотру, к чтению. Кстати говоря, некоторые мысли по поводу книг я выкладывала в своем телеграм-канале. Если вам интересно посмотреть за моей жизнью не только на ютубе, но и, так сказать, поглубже, то переходите на мой телеграм-канал, мы там общаемся вместе. Есть у меня, кстати, такие интересные детективчики от Татьяны Поляковой. «Тайна, покрытая мраком». «Та, что правит балом». Эта книжка мне не так зашла, она какая-то странная. Девушка работала, что-то типа соблазняла мужчин, потом смотрела в зеркало, ей не нравится, чем она занимается, но она по какой-то причине все равно продолжает это делать. И не надо мне говорить про обстоятельства, я прочитала книженцию, я точно знаю, что жить можно по-другому. Книжку я хоть и прочитала до конца, но не знаю, может кому-то больше понравится. Мне лично не зашло. А вот другая ее книжка очень даже зашла. Тут есть прикольный персонаж бабка, которая постоянно издевается над своей сиделкой, можно сказать. Ну, она ей читает книжки там, еще что-то делает. В общем, живет в огромном особняке этой бабки. Эта бабка замутила такое. В общем, если интересно, прочитайте. Также не могу не показать эту книжку «Мятная сказка» Энтони Юлай. Уходи, если ты смотришь это видео, не слушай, уходи. Мне эта книжка понравилась, она очень классная. Книжка необычная, она такая минималистичная, с красивыми изображениями. Немного разочаровалась, что внутренняя история там есть типа сказка, она обрывается, но это добавляет некой таинственности. Так что если вы любите атмосферные книжки, это точно для вас. Есть у меня также учебник по магии, но эту книжку я купила где-то в 12 лет. Мама мне ее купила. Тут про руны, приветствие солнцу, магия, сигилы, друиды всякие. Вот еще мне очень нравится, сейчас найду, как по оформлению. И за ней находятся всякие бесы и что о них рассказывается. Книжка хорошая. Рекомендую тем, кто любит погружаться в такую магическую атмосферу и научиться магии. Я уже владею магией, поэтому вы смотрите это видео, потому что я наколдовала, чтобы вы на него нажали и посмотрели. Также интересная деталь из моей жизни. Я училась в колледже на биохимика. И, соответственно, я купила себе книжку. Комично, как все химично. Тут интересно, здесь необычные химические опыты преподносятся в очень легкой манере, даже в каком-то мини-рассказе. В общем, мне она очень зашла, и когда я сдавала ЕГЭ по химии и училась в колледже, было очень интересно ее читать. Так что, кто в теме чего-то химичного и хотите прочитать что-то комичное, то это вот эта книженция. Также у меня есть популярная книжка «Как болел бы врач». Я ее не всю прочитала, но советы оттуда реально полезные. Также у меня есть Харуки Мураками «Край обетованный». Там рассказывается про секту, которая в Японии что-то плохое делала, уже плохо помню. Было очень интересно прочитать, потому что идет репортаж именно. Спрашивали у тех людей про их жизнь, типа почему они вступили в секту, что было до этого. В общем, такое тоже психологическое интересное исследование получается. Также у меня есть такие книжки очень старые, они без обложки, уже все тут потрепано, повырчерпано, но это книжка с моего детства. Здесь рассказики, пахнет он тоже очень божественно. Люблю, как старые книжки пахнут. Рассказы здесь очень интересные, маленькие, легко запоминающиеся. Я не помню, кто автор, но здесь наверняка есть что-нибудь. Не знаю, вот как бы сами рассказы, если вы что-то знаете в этой книжке, напишите. Ну, я, конечно, могу просто прогуглить, но если кто-то знает, просто напишите об этом в комменты.
В общем-то, старые книги и классику я тоже читаю. Я все-таки больше предпочитаю современные книги, но у меня есть повести и рассказы Паустовского, которые тоже мне зашли в душу. Одно из этого нравится мне про Мшары. Полководец Мшары тоже очень интересные. В общем, как успели заметить, у меня небольшая коллекция книг, но все они остались у меня в сердечке, и мне они очень нравятся. Те книжки, которые я вам порекомендовала читать, они правда изменили во многом мою жизнь. Даже не те, которые влияют на подсознание, даже какие-то рассказы, потому что мы, когда читаем, производим призму и смотрим как бы через нее на свою жизнь. Мне читать нравится. Может быть, редко, может быть, только иногда, но мне очень нравится читать. Я, кстати, заказала книжку с Валбериса, а название книжки у меня в телеграм-канале, так что, если вам интересно, что я там заказала, так что переходите и смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!